Далее, главне вечерней справы, новости. Актуальне дело за Федерация о весь миру. Это Екатерская радиотелевизия Еденко. В сегодняшнем выпуске новостей. Вопрос универсальной стабилиты, федеральная влада осуждует новоазерийские экспедиции в другие галактики. Вместе с Владом Маджапахитского федеральный президент Карл Александр Рюнсбюрген называет экспедиции проявлением отворения и агрессии по отношению к независимым цивилизациям. План ПРИБКУ, Федеральный Центральный банк призывает владу прибыток бюджета для инвестиций, называя это найлепшим временем для инвестовать пенязе спять до экономики. В викласінні прицьоду Центральный банка Мадхи Учаусана, который назначует же поужитие прибытку на обчет будет иметь большое значение для зlepшения конкурентоспособности Екатерии в универсальной экономике. А при теме реформы здравотниктва, федеральная влада ходноти достоинство полной системы здравотни с йодным платком, а затраты на реформу с участней структуры здравотниктва. Федеральный канцелар Марк Уинтерс вместе с секретарь здравотниктва Харри Хейлисом ознамуют о плане как с участием комплексной реформы здравотней старостливости 2400 года. Также в программе «Генерачный посум на рабочем месте», как работодатели решают проблему вступ на рынок труда генерация совесть, а также их потребы о пресвечении о работы о карьере. Работодатели делятся своей назорі навыхи на то, как все работодатели могут справедливо решать вопросы змены в генерачных пресвеченяч. А добро пожаловать в новости. В наглом шаге без четкого обоснования Новоозерская Риша приступила к масштабной экспедиции в многозвездные системов. Изначально это была тайная операция, шитая алыми силами вооруженных сил Новоозерскач, но вопрос был доведен до сведения Маджапахитской влады о ей высших военных офицеров, а делегация Маджапахитска предупредила федеральную владу на специальном заседании Рады. После разоблачения Новоозерской экспедиции ведение Маджапахитску обратилось с просьбой о ее оправдании, но получила отказ от Новоозерского министерства захраничныч. После этого в отношении Новоозерию заведение экономички о обчетне санкции. Вместе с маджапахитским премьером Ян Венли, федеральный президент Карл Александр Рюнсбюрген призвал силы Новоозерска немедленно покинуть завоеванные звездные системы, чтобы избежать дальшей эскалации конфликта. Теперь люди Павлове в Аркадия Лютумешка. С дальшими подробностями. Расскажите нам больше, Люда. Спасибо, Джулия. Действительно, характер операции в Новом Озере не был раскрыт до решения руководства маджапахитян информировать Федеральную Раду на мемориальной виртуальной встрече двух влад, направленной на устранение потенциальной угрозы при универсальную стабилиту, которую представляет экспедиции в Новом Озере. По данным источников Федеральной безопасности Рады, пожелавших остаться анонимными, обоснование, поскытла делегации Нового Озеру по поводу экспедиции АМИ, а яцейтуем постоянно менялись, а имелось мало доказми, на их подпору. Это способствовало обоснованию увах и вопроса о блокаде Нового Озерия, а которую пред тем ознамил федеральный президент Карл Александр Рюнсбюрген. Маме информации, по указу на то, что почтяточное оправдание заключалось в протипиратству. Однако удайно протипиратская операция переросла в добывочного почёду с участием неконтактования цивилизации, начидзая у далеких звездных системах. В реакции на разоблачение, Министерство захраничной Чвечи Нового Озеру немедленно ознамило делегациям Екатерийский и Маджапахитский, что вопрос, связанный с экспедицией, не должен их волновать, а что они не имеют права вмешиваться. Также в рамках своего ответа влада Нового Озеру назвала блефование Екатерийский и Маджапахитский делегация, предложив же укаже полный масштаб своих воинских сил.
В рамках международной мониторовації миссии, страна Озерика, связанная с Маджапахит, отправила своего высланка для наблюдения за ситуацией вместе с бывалым секретарем Влада Екатерийским Иваном Витаевым в качестве Екатерийским высланком. Прибежне результаты мониторовації миссии могут быть опубликованы в приебиху некольких дней или недели, что, как мы надеемся, должно раскрыть больше скуточной силы Новоозерской воинской флотилы. Действительно, экспедиция была довольно неожиданной на международной арене, а несколько безрассудное справание Новоозерской скуточни поставило под сомнение стабилити весь миру. Спасибо, Люда.